Здравствуйте, друзья! Сегодня продолжу рубрику «Товары СССР». Нашел я немного старых часов. Их у меня на самом деле больше, но опять же, где это все лежит? Всем этим часам очень-очень много лет. Самые старые это вот эти вот. Им точно больше 50 лет. Они позолоченные. Часы называются «Слава». Что меня удивило, я их вот взял, сейчас завел, и они, друзья, ходят. То есть вот я поставил, в 11 часов их завел, сейчас 11:18, они показывают время. У них, правда, нет секундной стрелки. И не было никогда, но часы так сделаны, что они без секундной стрелки, но они оказались самыми живучими из всех старых часов. Часы еще моего дедушки. Без ремешка они выглядят вот так вот. Очень тоненькие, для тех времен вообще легкие тонкие часы, и которые до сих пор ходят, как ни странно. У них хорошая позолота, в отличие от современных часов. Часы, у которых за 50 лет позолота не стерлась, это, наверное, очень здорово. Сейчас вряд ли такие сделают. Никогда они в жизни не ремонтировались. Когда я родился, эти часы уже были у деда, поэтому им точно больше 50 лет. Но грязь какая-то присутствует, то ли на стекле, то ли под стеклом. Тем не менее, вот как память, часы лежали, они даже оказались живыми. Ну и довольно точными, по крайней мере, за 20 минут они вот показали точность хода. Я думаю, они и будут ходить точно. Но ремешки тогда были вот такие вот. Ремешок уже, конечно, весь потемнел. Но, тем не менее, тоже еще жив, как ни странно. Это вот о качестве часов, сделанных в Советском Союзе. Также нашел еще вот такие вот часы. Есть у меня подозрение, что они более свежие, чем часы Слава. Хотя тоже очень старые. Сделанные для людей, которые любили носить часы в кармане. Открываются они путем нажатия вот на эту вот кнопку. Сейчас я их открою. Вот так вот они выглядят. Часы называются «Молния». На самом деле очень симпатичные. Секундная стрелочка слева. Стрелки такие красивые достаточно для часов СССР. Ну, вот здесь знак качества на циферблате. Тоже часами много лет пользовались. Попробовал завести, часы не пошли. Не знаю, что с ними случилось. Ну, помню, много лет работали. Так что эти часы уже не пережили времени. Ну, хотя, возможно, там просто сорвана пружина или еще что-нибудь. Надо разбирать, смотреть. Опять же, насколько это надо. Никто их таскать не будет. Часы лежат как память просто. Ну и третьи, самые обычные часы, это часы завода «Ракета». Это не очень старые часы. Они были куплены в 80-х годах. В принципе, им тоже лет 40, наверное, этим часам. Но они такие. Я их уже считаю современными часами «Ракета». Я, кстати, вам скажу точно, когда они покупались.
Часы, которые мне подарили в раннем детстве, можно сказать. Отсюда у меня любовь к часам, что они у меня всегда были. Не знаю, насколько видно, но на гравировке написано: часы куплены, по-моему, 25 ноября 1981 года. Немного не нравится в дизайне, что такие огромные цифры в них. Но тем не менее, часики тоже хорошие. Тоже рабочие. Часы раньше продавались в Советском Союзе без ремешков и браслетов. Это все докупалось отдельно. Это вот такой вот был советский браслет, кстати, который покупался к советским часам. Еще где-то были женские часы звездочка у матери, которые достались от бабушки. Они тоже рабочие, но куда-то убраны. Искать я их не буду, такие квадратненькие. Все, кто жил в СССР, их знают прекрасно. Это, пожалуй, чуть ли не единственная женская модель часов была. Еще где-то были часы «Восток». Примерно такого вот размера, в позолоченном корпусе. Те были мои любимые часы. Тоже не знаю, где они находятся. Тоже были позолоченные. С вечной позолотой, можно сказать. Одни из самых крутых, на мой взгляд, часов. Там была еще дата. И день недели на этих часах, по-моему, был. Не, по-моему, только число было все-таки. Дня недели не было. Так что... Ну, может, у кого-то тоже были такие часы. Или у их родителей. Возможно, кому-то будет интересно вспомнить, какие вещи производились в Советском Союзе. Было много часовых заводов. Было много производства, в отличие от современного времени, где все только лишь поставляется из-за границы и перепродается у нас. Вот. Такой вот немного ностальгический обзорчик. Спасибо за внимание. Всем пока. Ставьте лайки, если понравилось. Комментируйте, у кого какие часы были или есть из прошлого. Всем удачи. Подписывайтесь на канал.